Польша была 4-й страной в моем списке. За 3 года здесь мы с мужем проехали 18 городов, жили в 6 из них и сняли 66 выпусков, представляете, которые вы посмотрели более миллиона раз. Я искренне думала, что здесь мы останемся, но вот уже месяц, как я обустраиваюсь в новой стране. Время подвести честный итог и ответить на главный вопрос. Были ли эти 3 года ошибкой? За это время я, конечно, увидела огромное количество хейта в сторону Польши. Некоторые люди прям говорили, что Польша — это буквально самая худшая страна в мире для жизни, переезда и миграции. И, конечно же, здесь есть свои трудности, как и в любой другой стране. Во-первых, это, конечно, бюрократия. Собственно, наш брак мы оформляли в Грузии, потому что это в 1000 раз было проще сделать там, чем в Польше. И в Польше мы, кстати, пытались, мы начинали это делать, уже переводили какие-то документы, ездили в Ужон, но потом, благо, быстро все это остановили, потому что это очень много времени занимает, много надо бумаг, проблем и так далее. А в Грузии мы это сделали вообще условно за 1 день, да, потратили деньги, но зато это было незабываемое приключение, путешествие такое во всех смыслах. И мы это сделали максимально просто и с одним паспортом. Все, как бы ничего не надо. И также были, конечно, проблемы с тем, чтобы прийти к гражданству, собственно, почему переехали, потому что в Польше для нас с мужем это сделать было бы очень сложно. Нужно было бы полностью менять работу, менять стратегию жизни, скажем так, и нужно было бы приложить кучу усилий. Вообще, у меня, честно говоря, такое ощущение, что в плане легализации в Польше все сделано так, что максимально усложнить тебе этот процесс, что меньше людей тут жили, получали гражданство, потому что это очень долго. Причем ты даже не можешь до конца знать, сколько это времени займет. Я знаю разные истории, кому-то да, везет, но кому-то вообще нет, и это может быть больше 10 лет. Как бы спасибо, но не хочется. При этом вам нужно собрать нормальный такой пакет документов и сдать польский на B1. Но дальше может быть сложнее. Уже говорят про ужесточение и более строгую проверку интеграции в польское общество. И, к слову, мы думали по одной из версий, идти в легализацию в Польше через бизнес, через YouTube. Ну, работу на себя, короче. И как бы, извините, но 10 000 злотых каждый месяц зарабатывать практически нереально в этой сфере. И да, мы даже строили какие-то планы, но это было, скажем так, из разряда фантастики. Нужно понимать, что с легализацией, с гражданством, в принципе, сложно в любой стране. Просто где-то чуть-чуть проще, где-то чуть легче, и, в общем, все зависит от человека, кому что больше подходит. Поэтому тут как бы тоже глупо сравнивать. В любую страну поедешь, и там будут свои проблемы. Да, отношение поляков к украинцам довольно спорное, и я читала много ваших историй, в принципе, много историй разных людей, и мы сами немного с этим столкнулись. Был случай, когда я предложила отелю сотрудничество, а в ответ получила угрозу судом. Просто за само предложение, да. В такие моменты понимаешь, что как бы ты искренне не относилась к стране, для части общества ты все равно останешься чужой, а твои намерения встретят с подозрением, потому что каждый смотрит через свою призму. И как бы да, национализм он есть, опять же, не только в Польше, это нужно понимать, и на самом деле я, честно говоря, понимаю поляков, вот где этого национализма больше, точнее, где больше вот этой позиции против кого-то, это значит просто вот эта страна, у них есть какие-то, в общем-то, вопросы в истории. И если этих вопросов меньше, просто меньше этих триггеров, и к тебе условно лучше относятся. Поэтому, если так уж честно смотреть, то, в принципе, можно и понять поляков, почему они так относятся. Не оправдывать, но я имею в виду просто понять, если поставить себя на их место. И да, Польша имеет не лучшее расположение и риски войны. Ну, как бы, если вы сейчас смотрите мировые новости, вы понимаете, что, в принципе, нигде нельзя себя на 100% обезопасить. И это я не затрагиваю темы работы и зарплат, так как у меня не было личного опыта в найме в Польше. Но я, опять же, наслышана, какие здесь низкие зарплаты по отношению к ценам на аренду жилья и, в принципе, на жизнь. При этом Польша заняла особое место в моем сердце, и с этой стороны я беру очень много теплых воспоминаний. И первый такой факт, которым я еще нигде не рассказывала, не делилась, вот с вами впервые делюсь, это то, что у меня в роду есть поляки. Я это узнала после переезда в Польшу, очевидно. Для меня это дало такое
создала больше теплоты в отношении к этой стране, потому что для меня это как вторая родина. Ну, то есть все люди, которые есть в нашем роду, с разных национальностей, можно сказать, все страны, которым эти люди принадлежат, это и наша родина. Вот. И да, это у меня немного так далекие поколения, 3-е или 4-е по маминой линии и по бабушке, но мне очень тепло осознавать, что я побывала и пожила в месте, где жили мои предки. Также мне запомнилось очень много интересных поездок по разным частям Польши, и то, как мы ходили в поход к Морскому оку и Черному ставу, это было невероятно красиво. Я просто увидела такую Польшу с новой стороны, и тогда в Закопане, конечно, у меня было очень много восторга. Также мне запомнился музей села в Люблине, этнографический, который реально построен, вот как будто ты ощущаешь себя там как в селе, и те 3 часа, что мы там гуляли, это, конечно, было очень атмосферно. Все эти животные, растения, домики. Помню, как мы ездили на старых великах по Казимеш-Дольны, вдоль реки и по селу, возле мельницы. Это были очень красивые места, но с особенным теплом я вспоминаю месяц жизни в Новотарге, в маленьком городке возле Закопане, у гор, у Бора. Обычно же люди живут в больших городах, в мегаполисах, а вот в глубинке пожить, вот это особая атмосфера, и ты так больше чувствуешь страну. И вот так мы проезжали разные города, смотрели с разных углов на эту страну, и поэтому появилось такое комплексное восприятие и понимание, насколько это такая объемная и плотная по впечатлениям страна. Вместе с вами мы обуючивали каждую квартиру, в которой мы жили, и особенно последнюю, которая просто запала мне в сердце и из которой было больно уезжать. Но насколько же мы создали это место под себя. И да, потратили деньги, но все равно это было здорово даже на время создать такую атмосферу. Кстати, владелец этой квартиры оказался очень добрым и щедрым человеком. Он нам и помогал со всякими бытовыми вещами, и с пониманием отнесся к нашему переезду, что мы заранее выезжаем. И вообще максимально вот помогал, и так очень уважительно относился, но это было особенно приятно. И так было с большинством людей, которых мы встречали, которых я встречала. Однажды я даже делала подарки соседям, как тайный Санта, анонимно на Рождество. И это тоже было очень так уютно. И это моя традиция уже 5 лет, поэтому я была рада и в Польше порадовать людей. В разных городах мы встречались с родными мужа. Они приезжали разным составом, и потом в итоге, наконец, приехали все вместе. Это тоже, конечно, ценно, то, что Польша находится близко к Украине и легко ездить туда и обратно. Кстати, в Варшаве я познакомилась с своей подругой, и, в принципе, с многими людьми мне удалось как-то познакомиться, пообщаться, вместе проводить время, там, на мастер-класс какой-то сходить и так далее. Ой, ну а как я встречала свои 25? Это было очень атмосферно. Мы жили несколько дней в домике под Варшавой, в лесу, в тишине, без людей. И, кстати, отдельная такая благодарность Польше — это за язык. Польский я учила самостоятельно, и не скажу, что на каком-то высоком уровне, но мне этот опыт очень стал полезным, и именно здесь, вот на примере польского, я научилась системно подходить к изучению языка и делать это самостоятельно, без каких-то мучений, а наоборот с интересом. Мне было очень интересно изучать польский, хоть изначально у меня было такое сопротивление, но потом мне прям он очень понравился. Да и вообще у Польши огромное количество плюсов. Здесь и обалденная природа, как я уже сказала, здесь и горы, и море, леса, и очень большое разнообразие всего этого природного, много парков. Также тут обалденный транспорт, система вообще отлично слаженная. Ну да, были какие-то там проблемы, но в целом все работает вообще отлично и по ценам довольно нормально. Здесь большое комьюнити наших людей, можно вообще легко найти себе человека, там, с кем попить кофе, с кем пойти на какое-то мероприятие, нетворкинг, вообще этого всего очень много. Ну и, как я уже сказала, здесь куча мест для путешествий, и когда вот вы ждете карту побыта, то можно спокойно себе не выезжать за пределы страны и ездить просто по разным ее местам. Не все, кстати, очевидны, вот на моем видео, если посмотрите, то поймете, что сколько есть интересных маленьких городов, таких незаезженных,
Но подробно плюсы и минусы я разбирала в отдельном видео, если вам интересно, можете глянуть. Многие из вас знают, почему мы уехали, я уже называла причины. Собственно, как я сказала, у нас были проблемы с тем, чтобы идти к гражданству, больше для нас это было бы сложно. И при этом у мужа в компании произошли структурные изменения. Стало понятно, что ему либо надо будет искать новую работу, либо вот ему, одному из единиц, из 3 людей, предложили релокейт в другую страну, там, где находится офис этой компании. Мы долго сомневались, и сначала думали вообще нет, потом а вдруг да, и вот так вот долго-долго размышляли, и на самом деле это было очень тревожное время, потому что на кону как бы стояло наше будущее, да, следующие лет так 5-10. Поэтому да, Польша нам дала, можно сказать, все, дала бесценный опыт, но при этом не дала единственного, это чувство такой окончательной стабильности. И как бы в 26-м году и дальше наш приоритет это уже стабильность и безопасность. Нам уже хочется получить гражданство в Европе и, наконец, уже закрыть этот вопрос, потому что время идет, а мы до этого вот ничего особо-то не делали, и не хочется дальше терять это время. И самое главное то, что мы не бежали от плохого, а мы пошли к лучшему. И это на самом деле большая разница. Знаете, я заметила, что в Польше настолько удобно жить бытовую жизнь, что ты, можно сказать, попадаешь в такую ловушку комфорта, когда тебе все становится понятно, ясно, легко, знакомо, и ты как бы прекрасно живешь здесь и сейчас, ну как бы в не очень хорошем смысле, но при этом ты не двигаешься к важным целям, и у тебя нет вообще какой-то ясности, понимания своего будущего. Так что были ли эти 3 года ошибкой? Очевидно, что нет. Я в целом считаю, что какого-то неценного опыта нет, и вот весь тот багаж опыта, который мы получили в Польше, мы его берем в следующую страну, так же, как и с языком, и с пониманием, как работает аренда жилья. Нам это очень помогло, скажу сразу, хотя тут очень большие проблемы с этим. Это все очень было полезно, я очень благодарна Польше. Ну, а куда мы переехали, я это уже давно раскрыла в телеграм-канале. Подписывайтесь обязательно, если вас еще там нет. Там я пока что появляюсь чаще. Ну, а так, в любом случае, в следующем видео уже начнется новая глава. Возможно, я еще немного буду говорить про Польшу, и мы еще дойдем до сравнений. Но для начала нужно получить опыт. Непонятно, будет эта страна последней или нет. Мы не можем до конца знать, как будет разворачиваться жизнь, но в любом случае вас ждет много интересного контента, и мы увидимся совсем скоро. Пока!